времени суток. С вами Воронова Ольга. Я продолжаю кулинарную тему. И сегодня мы с вами сварим суп. Ну, по рецепту это, наверное, самый-самый простой суп, который я знаю. Вот проще, в принципе, не придумаешь. Весь рецепт вам понадобится лапша, курица, желательно куриные грудки, желательно без кожи, но, в принципе, пофигу, можно отварить даже целиковую курицу, главное ее выпотрошить все-таки. Ну и голову, лапки отрубить. Все остальное как бы не критично сварится. Одна морковка большая и одна большая луковица. Ну или там 2 средних, 3 маленьких. Вот как-то так. Исключительно на глазок. И ингредиенты очень спокойные. Фактически любые можно использовать. Ну вот, давайте варить. Ну, в принципе, суп готовится очень просто. Вот мы берем кастрюлю, в данный момент она пустая, абсолютно. Берем морковину. Морковь куплена чищенной, и я ее уже помыла. Собственно, ничего больше от морковки не требуется. Режем ее на довольно крупные куски. Прямо в кастрюлю. Ну вот срезаем вот это вот кусочек ботвинки. Его мы выкидываем. Он нам не понадобится. 2 луковицы вот таких вот не очень крупных. Опять же, они мной уже вычищены. Снята кожура с них. Собственно, вся чистка лука в этом и заключается. Туда же, в кастрюлю. Прям так вот полностью кладем целиком луковицу. Курица, грудки без кожи. Берем холодную воду. Вот таким вот образом они промываются. И сюда же закладывается в кастрюлю. В общем, объем курицы, сколько позволяет кастрюля и сколько вам надо приготовить. Все так все. Бывает, кастрюля позволяет. Вот таким вот образом мы собрали в кастрюле все, что вот там вот видна морковка. Там где-то лук внизу. Вот сверху мясо куриное. Теперь наливаем туда воду. Ставим на плиту, зажигаем огонь. Огонь делаем большим до тех пор, пока все это не закипит. Как только оно закипит, мы огонь убираем, чтобы вот вода была только вот 100 градусов. И делаем до готовности курицы. Варим это все до готовности курицы. Вот, собственно говоря, почти все, что для производства супа надо, мы сделали. Сейчас он сварится, и мы внесем последний штрих. Ну вот прошло где-то около получаса, суп сварился. Значит, для тех, у кого возникают вопросы, как определить, это делается вот... Самое сложное, что здесь варится, это варится мясо. Просто берем ножик и втыкаем в мясо. Вот если нам удалось его проткнуть насквозь, без усилий, то значит мясо готово. Теперь у нас остался как бы последний штрих, который с этим супом можно сделать. Значит, чем этот суп еще хорош?
его практически невозможно переварить. То есть, если он будет вариться не полчаса, если он будет вариться час, 2, 4, то есть его можно забыть на плите, главное, чтобы вода не выкипела и он не прожарился. Вот. А все остальное, да пожалуйста. По поводу 4 часов я не шутил. Я действительно один раз вот этот вот суп варил 4 часа. Теперь мы извлекаем из бульона то, что мы туда накидали, кроме мяса. То есть вот лук и морковку. Как это ни странно звучит, нам это больше не понадобится. О, еще одна морковина всплыла. Ну, вроде все. И мы это просто выкидываем. Вот на самом деле у нашего бульона получился такой вот бесцветный, прозрачный. Я даже не знаю, как показать, поварешка черная, в принципе, не видно. Он прозрачный. Если мы хотим сделать бульон немножко золотистым, то перед варкой с лука не до конца немножко снимаем кожуру. Оставляем вот этот вот внутренний слой, он такой немножко имеет цвет, и этот цвет перейдет в бульон. Если мы хотим сделать бульон белым, то мы можем запечь лук с морковкой перед тем, как бросать в кастрюлю. Но вот я предпочитаю, и самый простой вариант, это действительно сделать абсолютно прозрачным бульон. Ну, бульон у нас уже есть. Теперь есть два варианта. Нужно добавить вермишель. Вот я сегодня купила вот такую вот. Вроде как написано из твердых сортов. Номер 1 в Италии. Ну, не знаю, как насчет Италии. Выглядит вполне прилично. Через какое-то время узнаю, как она в супе. Вариантов здесь тоже два. Вермишель можно добавить просто в бульон. Либо вермишель можно отварить отдельно. То есть, если суп готовится на несколько дней, то лучше отваривать вермишель отдельно. И добавлять вот непосредственно в разогретый бульон перед тем, как подавать на стол. Ну, или добавить в бульон, и тогда это, в общем-то, съедается за 1-2 раза, а не на несколько дней. Ну, вот, собственно, она добавилась. Для тех, кто, опять же, не знает, всегда смотрите, сколько времени оно варится. Потому что время варьируется в зависимости от тех сортов пшеницы, которые использовались, в зависимости от того, как эту вермишель обрабатывали. Ну, в данном случае засекаем 3 минуты. И через 3 минуты суп будет совсем уже готов. Немножко помешать. Все. Через 3 минуты у нас будет готовый суп. Ну вот варка супа закончена. Получилась вот такая вот. Ну, я не могу это наклонить под камеру. Ну, в общем, там мясо, лапша. Подавать это все нужно с черным перцем и солью. Если вы обратили внимание, соль я в суп не добавляла. То есть он получился абсолютно не соленым. И на самом деле это считается вот диетическим блюдом. То есть если туда не добавлять черного перца, чуть-чуть посолить, то его можно диабетику, язвеннику, в общем, кому угодно. Это достаточно вкусно и без каких-либо последствий для желудка пройдет. Вот блюдо диетическое и безумно простое. Вот это действительно, наверное, самый простой суп из тех, которые я знаю.
С вами была Воронова Ольга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч и приятного аппетита!